Здравствуйте, товарищи, это Сергей Цветаев, шеф-редактор проекта «Эра». И у меня в гостях замечательный человек и прекрасный собеседник Юрий Вячеславович Громыко, директор Института опережающих исследований имени Шиферса. Мы встречаемся второй раз в студии. В прошлый раз мы поговорили о серьезнейшем советском проекте. Это организационные деятельностные игры. Мы вне эфира обсуждали с вами вопрос о том, какие идеи можно было бы предложить в дне сегодняшнем, 2-3 особо важных, тех самых невыполнимых, недостижимых целей, которые благодаря ОДИ достигаются и выполняются, что это могло бы быть. И общаясь с Сергеем Ивановичем Голомолдиным, мы пришли к выводу о том, что можно было бы поговорить с вами сегодня, услышать ваше мнение, обсудить возможные точки приложения к этой теме создания Пензенской ПЭС, приливной. Добрый день, да. Добрый день, Сергей. Очень интересно. Добрый день, слушатели. Тут ведь вопрос в том, что проект этот настолько огромен, что даже советская власть его не потянула, хотя начиная там по разным источникам 1976 года он разрабатывался. Сначала южный, потом северный. Может быть, и стоило бы его в то время начать, хотя, конечно, уже запал общеэкономически, наверное, у нас падал в 80-е годы существенно, но тем не менее проект мог бы оказаться крайне системообразующий для всех северов. Но создание такого проекта подразумевает создание вокруг него огромной экономической, промышленной агломерации. И это даже не какой-то отдельный комплекс, это фактически целая область. Давайте подумаем сейчас, вы скажете свое мнение о том, такого ли уровня задача должна ставиться в ОДИ, достаточного ли этого уровня задача, насколько она велика и по-настоящему непомерна, и в то же время, насколько она применима к сегодняшнему дню. И является ли это тем самым волевым усилием через «не могу», через огромные затраты, но не рассматривая это как проект прибыли, а рассматривая это как проект цели, огромной инфраструктурной цели, я бы даже сказал, возрождающей, да, к жизни, привносящей жизнь практически безлюдные территории. Это очень интересная тема, и я, в общем-то, отслеживал этот проект и им занимался, и хочу доложить целый ряд здесь вопросов и соображений. Все дело в том, что грандиозные планы электрификации советские, они остановились на этапе создания Туруханской ГЭС. Это огромная должна была быть электростанция с очень сложным рельефом, с большим водохранилищем. Но основные протестующие против этого проекта, они заявляли следующее, что непонятно, как будет использоваться электроэнергия, что ее производство такого количества, что совершенно непонятно. И сейчас, ведь на Дальнем Востоке все время парадоксальные фиксируются вещи. То есть, с одной стороны, для развития полномасштабных производств энергии мало, а с другой стороны ее все время избыток, и непонятно, что с ней делать. И поэтому, да, отдельный был там экологический аргумент, что якобы Туруханская ГЭС, она приведет к тому, что будут затоплены стойбища эвенкийцев, хотя там был разработан целый ряд других решений и проектов. И это именно было в тот период, когда Китай начал разрабатывать, в тот период отставая от нас. И китайские гидроэнергетики, масса их, учились у наших гидроэнергетиков. Ну, знаменитый проект «Три ущелья», который стал одним из самых больших и самых крупных. Поэтому это один из важнейших вопросов именно постановки комплексной проблемы. В чем заключается ее комплексность? Ее комплексность состоит в том, где нужно одновременно обсуждать и рассматривать, как, если начнется и будет запускаться этот проект, эта электроэнергия будет использоваться. Собственно, для чего все это тогда в таком объеме?
Но и надо отдать должное, что вот при всей, так сказать, всем критическом отношении у меня, прежде всего, к Анатолию Борисовичу Чубайсу, Анатолий Борисович Чубайс тоже его интересовала приливная электроэнергия. И перед самым отъездом из России, значит, фактически в декабре 2021 года мы встречались с Чубайсом, и я скажу, почему это так важно. Мы обсуждали проект водородной энергетики. И надо отдать должное Анатолию Борисовичу Чубайсу. Он говорил, да, для меня все очень просто. Запад задрал экологические стандарты зеленой энергетики. Мы готовы ему производить зеленый водород и продавать по сверхдорогой цене. И с этой точки зрения гнать по трубам Nord Stream 2, да, Северного потока, который взорвали потом, тогда еще не взорвали, нужно именно водород, заламывая цену. Единственный вопрос – это проблема антикоррозийности водорода. И для меня вот такая расстановка, она отнюдь не случайна, потому что для меня приливная электростанция, их на самом деле это не только та, которую вы сказали, у нас три точки. У нас три точки, где, и на мой взгляд, их сразу надо обсуждать как три, тоже объясню почему. Это, соответственно, на Камчатке еще одна точка, и Турунганская, соответственно, в Хабаровском крае. И они все намечены как точки, в том числе губернаторами, и рассматриваются. С моей точки зрения, собственно, энергетический, колоссального смысла проект – это связь приливных электростанций с водородом. Потому что здесь дается решение, к которому рвется Китай. Китай как раз среагировал на все эти высокие стандарты экологические, на Парижское соглашение, так как Чубайс. Мы будем вам продавать электроэнергию сверхзеленую по сверхдорогой цене. И ставится задача при недостаточности энергетических ресурсов, огромного количества плохого угля, но, надо сказать опять, Китай максимально использовал советский опыт, поскольку в Советском Союзе был прекрасный опыт по газификации углей. И он на самом деле газифицирует угли. Но теперь он фактически превращается в державу, которая готова производить зеленую энергетику, и прежде всего для осуществления требующихся расчетов и токенизации электроэнергии. Вот. И здесь мы подходим к одному очень самому серьезному моменту. Вопрос заключается в том, что фактически Китай здесь показывает путь. Он был понятен очень многим нашим тоже, и визионерам, и идеологам. Китай фактически сложил мультиинфраструктуру, где энергетика, транспорт, телекоммуникации, сейчас уже 6G, которые они прорабатывают, спутники и, соответственно, роботизированные производства и вычисления образуют единую платформу. Они не разделены, как в Штатах, где за этим всем стоят разные агенты, они договариваются, это корпоративный капитал, а это фактически единая платформа, которая важна для чего? Для того, чтобы считать стоимость самих денег. И это нас возвращает к работам Побиска Георгиевича, который говорил, что совершенно понятно, что следующий шаг – это четкое понимание, сколько стоят сами деньги. И он говорит, вот если мы на момент развала Советского Союза был ясен совершенно паритет стоимости киловатт-час, и по нему все определялось. А киловатт-час – это производство перевозок, это производство всех, так сказать, мощностей. И Китай вышел к этому. Они сейчас ставят вопрос. Я не нашел ссылок на концепцию Побиска Георгиевича, хотя она была заявлена в 90-е, так называемого энергорубля. Энерготран-рубль, то есть который одновременно считает стоимость перевозок и энергозатрат. У китайцев сейчас есть программа, которая называется энергоюань. И это устраивается через токенизацию. То есть с этой точки зрения избыточной энергии при таком подходе быть не может. Почему?
Потому что все вычислительные мощности, они требуют, собственно, экономика данных, она требует сумасшедшей электроэнергии. Основные китайские разработчики, и Google, и, соответственно, Anthropic, и Musk, они все сейчас вдруг резко решили осуществить ренессанс ядерной энергии, атомной энергии. Почему? Потому что для этих расчетов всех, для первенства в мире необходима ядерная энергия, поскольку нужно охлаждать. Отсюда у Маска идея, что нужно фактически эти серверы все сбросить в космос, там холодно, китайцы их погружают на дно морского океана. Кстати, одно из следующих изменений климата, сейчас уже есть данные, что изменения климата связаны с ветрами, которые в Европе жара, и есть целый ряд исследований, потому что они перегородили движение путей масс. И следующее это будет разогревание мирового океана со дна. Если туда все эти мощности сбросить, то там начнется тоже, так сказать, бурлить это все. Но момент заключается в следующем. Вопрос энергетики как мультиинфраструктуры, где производится самое дешевое, а с другой стороны, то есть основанное на природных особых условиях, на приливе, то есть это сама природа создала эти условия, но одновременно которое может быть связано с созданием мультиинфраструктуры. Почему мультиинфраструктуры? Потому что каждый из этих кусочков отдельная сложнейшая инфраструктура. Энергетика. Сложнейшая инфраструктура, которую Чубайс разрезал по рыночным законам. У нас была чудесная энергосистема. Я, кстати, когда был на Филиппинах, приглашался на целый ряд симпозиумов, то когда филиппинцы узнали, что у нас до сих пор есть люди, старики, которые владеют секретом построения единой энергосистемы, тут же они пригласили на Филиппинах энергетика бывшего министра из Малайзии и сказали, это колоссальный вопрос, если бы создать единую энергосистему для Малайзии, Филиппин и Индонезии, потому что огромные потери в сетях. То есть это колоссального уровня вопрос, то, что было достигнуто в СССР, единая энергосистема. Но с моей точки зрения, здесь задача решается с конца. То есть вопрос идет не о том, чтобы вот всеми силами построить приливную электростанцию. Вопрос идет о том, чтобы с самого начала заложить невиданную капитализацию, невиданную, которая связана с мультиинфраструктурным подходом, где инфраструктура энергетики, инфраструктура транспорта, инфраструктура, еще пока не возникшей в России, это проблема экономики данных, потому что у нас нет национальной индустрии искусственного интеллекта. Об этом ведется разговор, но ее нет. То есть именно независимой. И если мы начинаем с этого узелка, то дальше мы возвращаемся к моему вопросу. Потому что для того, чтобы проводить ОДИ, должен быть квалифицированный заказчик. Таким заказчиком, по идее, в России должна быть ГидроОГК, по идее. И это действительно мощнейшая компания, очень интересные люди. Но основная проблема сегодняшней ГидроОГК, там очень слабый проектный комплекс. Там нужно для того, чтобы спроектировать приливную электростанцию или вернуться в том числе к советским гидропроектам Туруханской ГЭС. А он обязательно должен быть также запущен, потому что это и есть энергобезопасность Дальнего Востока. То одна из основных проблем – это уровень проектных разработок вообще в России в ГидроОГК. То есть, с одной стороны, как и с искусственным интеллектом, если мы выйдем вот сейчас на крыльцо из «Авроры», просто плюнем куда-то, то обязательно попадем в айтишника. То есть айтишников невероятное число, а, собственно, генерального конструктора национальной то, о чем говорили. Да, и национальной индустрии искусственного интеллекта нет. Так и здесь проектировщиков, то есть людей, ну сейчас они переквалифицировались, кто в торговцев, кто в маркетологов, кто тоже в айтишников. Но, в принципе, огромное количество людей сидели в проектно-разработческих системах. Но на самом деле такого института, который мог бы за это взяться, его в настоящий момент нет. Это надо поднимать резко уровень. Вот смотрите, вы сказали про Чубайса и сказали про продажу за бешеные деньги сверхзеленого водорода. В какой-то степени это шаг.
Но мы ведь говорили про АДИ как про решение задач, которые к прибыли буквального отношения не имеют, а имеют отношение, мы говорим о советском опыте, который очень хорошо бы перенести в день сегодняшний, а имеет отношение к решению задач вот мультиинфраструктурных, о которых вы и говорите постоянно. Сергей, Сергей, я здесь не совсем согласен, потому что я-то считаю, что есть экономика и есть экономика. Есть экономика, так сказать, американского типа, которая была нами сброшена, псевдо на самом деле экономика, в которую все были запущены и играют, и вычисляют. Вообще это колоссальная проблема особой области, она называется паразитизм, когда все заняты. Паразитизм потребительского общества. У нас есть 4 типа паразитизмов. У нас есть паразитизм вынужденный. То есть человек суперспец, но он не находит себе применения. Не востребован. Не востребован. Не востребован. Есть паразитизм добровольно принимаемый. То есть человек не хочет ничего делать, он как-то выживает. А есть очень хитрый паразитизм. Паразитизм сверхзанятости. Человек научился выживать, он все время что-то делает. Он действительно с утра до ночи пашет. Но вообще-то, если его в конце концов спросить: слушай, а на что ты работаешь? Он говорит: ну как, я выживаю, семью обеспечиваю, себя. Но на самом деле он все время такие выполняет задачи, которые вообще-то не нужны ни стране, ни ему лично. И жизнь пролетает, как, так сказать, говорится, пустые хлопоты, такая штука, как динамо-машина прокручивается. И у огромного количества наших людей у них такая ситуация. То есть они бесконечно суетятся, они что-то делают, но поскольку они не передают созидательных ценностей ни своим детям, не реализуются. И, на мой взгляд, здесь вот какой лежит вопрос-то, понимаете? Про две экономики. Экономика и экономика. Вот, я доскажу свой вопрос. Да, потому что с моей точки зрения нужно обязательно обсуждать, какую планетарную стоимость создает мультиинфраструктура. И это огромные деньги. Это совсем другие расчеты, в том числе и инвестиций. Это так называемые долгосрочные инвестиции. Ведь у нас что получается? В силу того, что мы вштопались в американский этот мир, то они нас подчинили вопросу краткосрочных сделок. И с этой точки зрения весь мир живет в краткосрочных финансовых сделках. Возникают специальные страхования краткосрочных сделок, возникают финансовые заместители, псевдоденьги, да, деривативы 1, 2, 6 уровня. Но здесь-то речь идет о проектах, рассчитанных на десятилетия. Вот то, что вы сказали, от Туруханской до Приливных сколько? Ну, лет 30? Все вместе? Зависит от того, как работать. Ну, хорошо, 20, но не 2 года. Ну, перспектива 20 лет, это точно. Но нужно все равно обсуждать... Это еще не учитывая освоение территории всех вокруг. Надо я об этом хочу обсуждать освоение территории, да, конечно. Но это вопрос формируемой стоимости. Почему? Потому что от этого возникает вопрос, как только мы дойдем до реального проекта, до реального, то есть в том числе с расчетами, как будет устроена сама приливная электростанция. Там возникает физибилити обязательный. То есть реальная стоимость разработки проекта. Для того, чтобы определить реальную стоимость разработки проекта, нам нужно четко представлять, какую планетарную стоимость, не выгоду сегодняшнюю, по сегодняшним рынкам, а с точки зрения рынков, которых нет. Их надо спроектировать, эти рынки, обязательно. На зеленую энергию, на возможность связи с Китаем здесь, поскольку они уже начали строить то, чего у нас нет. Как раз то, о чем говорил Чубайс, соответственно, водородопроводы. И решили вопрос, о котором и говорил, коррозийности, создали специальный пластик, которому водород не подчиняется и может спокойно передаваться. Опять тут есть разные совершенно ходы, и они у нас тоже прорабатывались, а именно нужны водородопроводы или нужно доставлять небольшими порциями для освоения сетевым образом разделенным Арктики, соответственно, эту энергию чистую. Но я о чем говорю? Тут речь идет не о прибыли, но речь идет о создании той стоимости, и она должна измеряться в цифрах, поскольку от нее отсчитывается, какие нужны вложения. Да. Потому что обычно, как говорят, вы выживший из ума старый советский человек, сейчас никто так не живет. Как вы рассчитаете инвестиции? Мы специально прорабатывали трансевразийский пояс развития с очень сильной группой западной.
западная – это клуб долгосрочных инвесторов. Это, собственно, Басанини, который представлял социалистических католиков итальянских. И они очень они говорят, одна из причин мирового финансового кризиса заключается в том, что нет долгосрочных инвестиций, которые как раз рассчитаны на 30 лет, на 50 и на столетие. А от этого сразу разрушается, в том числе на Западе, структура пенсионного обеспечения. Потому что зарабатывать на пенсию можно, только имея именно долгосрочные инвестиции. Долгий горизонт. Да. Вот, да, этот горизонт. То из него, и более того, ведь в Америке все время шла борьба между двумя тенденциями. Одна тенденция – это Франк Делано Рузвельт, который стал утверждать, что нужно разделить спекулятивные банки, которые гонятся за прибылью, и подлинные инвестиционные. И более того, я еще застал очень интересную дискуссию в Германии старых банкиров из Кредитанштальт фюр Видераufbau и новых, где старые говорили, новые ничего не понимают в долгосрочных инвестициях. Мы восстанавливали Западную Европу, а не американцы, чтобы там не говорили про их план. Потому что мы четко понимали, что нужна инвестиционная стратегия 30 лет и определение стоимости в этом горизонте. А от него только, то есть от конца, от видения продукта, который будет создан, в нашем случае приливная электростанция, мультиинфраструктура, начинается расчет feasibility. То есть это совсем другой подход к инвестированию. Если вы начнете с сегодняшними нашими банкирами говорить, это понимают только единицы. Да нет, там говорить нечем. Но у нас-то трудность с вами в чем? Если это запускать не как игрушечный проект в стол, а как полномасштабный проект, нам нужен заказчик реальный, который будет с нами спорить. То есть скорее всего, заказчик... Представьте, зам генерального гидро-ГК. Мы говорим, давайте всерьез обсудим создание серии приливных электростанций. Нужно обязательно серию. Почему? Потому что на следующем этапе мы улучшим и уменьшим стоимость всех наших разработок. Создав одну. Да, создав одну. Проектируя, между тем, 3. А проектируя на самом деле 3. Вы перечислили 3 точки. Да, 3 точки, да. Он нам сразу скажет, подождите, давайте. У меня очень сложная ситуация с проектными институтами. Второй момент. А как вы собираетесь, собственно, привлечь финансы? Потому что здесь вопрос идет явно о международном пуле. И это действительно тоже очень интересный вопрос. Потому что, с моей точки зрения, это то, чем можно заинтересовать китайцев в полной мере. Почему? Потому что это вопрос совместного освоения Арктики, но на наших условиях. Должны быть наши условия все время. То есть речь не идет, чтобы что-то отдать китайцам. Я доскажу свою мысль. Именно руководствуясь тем, прошлым нашим эфиром, межэфирным общением и сегодняшним разговором. О чем идет речь? Как я понимаю смысл, мне все хочется вернуться туда, опираясь на все сказанное вами. Как я понимаю смысл АДИ? Это очень глубинная задача, поставленная предельно точно. Я так понимаю, что в такой ситуации игроком может выступать только государство. Это прям наивысшая структура. Так вот, вы перечислили несколько факторов, которые расширяют задачу как раз до той степени невозможности, которая предельно интересна. Нет даже проектантов. То есть нужно создать еще проектную школу, текущую усилить, создать. То есть это точно 30 лет. Это 5 лет выучить каких-то подходящих сейчас к институтскому, как говорится, рубежу. Из них создать целенаправленные группы, это прямо сейчас очень так, выхватывая абсолютно по гуманитарному из вашего... абсолютно создать говорите. Проектную школу, создать институт, пока будет отрастать проектная школа в течение 5 лет первых стартов. Мы можем отобрать базово наиболее головастых школьников, 11-классников. Создать совет главного конструктора, совет главных конструкторов, спроектировать огромный инфраструктурный проект всяческих производств, не только ж водород продавать за границу, конечно. А что будет здесь, вокруг этих территорий. Это самое важное. А сюда же вложить энное количество городов к 3 приливным, сколько их ляжет, 5, 7, 10. То есть это непомерная задача. Она и является, как я понимаю, максимально интересной. И наверное, это и пик, пик смыслового существования АДИ. Такая задача, поставленная в рамках старой школы АДИ, она действительно способна, наверное,
сдвинуть такую даже махину, как Россия. То есть масштаб такого уровня, тем более вы говорите о международном пуле, тут понятно, это международный пул не к тому, чтобы пустить кого-то, Да, чтобы у нас конечно. съели из нашей Конечно, тарелки, конечно. а это пул к тому, чтобы мы предложили, вот мы это создаем, можете поучаствовать и быть в том числе потребителями. Задача такого уровня, мы вообще в самом под скромном приближении в состоянии сейчас ее, я даже не знаю, как слово-то применить какое, я вам могу сказать, инициировать. Я вам могу сказать, я знаю около 20 человек лично, которые эту задачу 15 лет обсуждают на разном уровне. Просто знаю их лично. В том числе Именно энергетиков. Именно вот в таком... Именно вот в таком да, вот да. тотальном. Вот и самое страшное, что если мы прождем еще, скажем, лет 5, эти люди уйдут. Так мы с вами говорили в прошлый раз, что сейчас год ожидания, 10 лет потери. Да, и с моей точки зрения... Но, Сергей, для меня это самый важный момент все равно. Это кто бы мог... я бы так сказал аккуратно, с поляны государства или с поляны государственной корпорации выступить для игры. Я так специально Хотя бы для игры. Хотя бы для игры. Такого типа заказчикам сказал, ну, попробуйте, сделайте что-то. Дальше посмотрим, у вас хоть что-то получилось или нет. Люди такого интеллектуального уровня наличествуют у нас наверху. Есть ли кадры, которые способны сформулировать и поставить задачу, потому что вы четко совершенно, я это себе в голову вколотил, вы четко совершенно доносите, что самое главное это постановка задач. Любое искажение в постановке, как я уже понимаю, приведет к фатальным последствиям. То есть это должна быть настолько глубоко поставленная задача. И еще мы с вами говорили в прошлом эфире, что я тоже очень себе отложил в памяти. При постановке задачи и коллектив, решающий эту задачу, и постановщик должны быть тотально уверены в том, что вот этот горизонт на 30, на 50 лет абсолютно гарантирован. Что бы ни происходило там, небо упадет на землю, а вот этот вопрос будет решаться. Но... Вот последний вариант. Ну, начну так сказать, как вы вопросы последовательно задавали. То есть, с моей точки зрения, такие люди и в корпорациях, и в правительстве есть. Но они, как любит говорить молодежь, они шифруются. Шифруются в каком смысле? Я понимаю. Потому что если вдруг ты начнешь разговаривать всерьез про дирижабли или про проливные электростанции, скажешь, слушай, старик, горизонт 30 лет, но тебя же могут уволить, не знаю, через полгода. Ты смотри, как у нас дела идут. Тут вот этот вот возник, у него дядя Петя, он там через целый ряд структур заходит. Ты, старик, кончай такие разводить малины. Жизнь-то она вообще коротка. Тут надо ухватить что-то, если тебе все время страховочку иметь за щекой. Если страховки нет, то чего? Поэтому, железо, не отходя от кассы, да. Поэтому какой момент? Люди такие есть и достаточно подготовленные. И более того, если отдельно с ними, да так сказать, за рюмкой чая, да начать это обсуждать, там очень талантливые люди есть. Другое дело, что их весь талант, и в этом опять вот этот четвертый тип паразитизма, он используется для того, чтобы просто ничего не делая выжить. Для тотальной имитации. Это чудесная книга Гербера, которая называется «Дерьмовая работа». Я ее многим говорю. Где он говорит, что дерьмовая работа, шит-век, она переведена. Он совершенно случайно на эту тему вышел. Он однажды в Фейсбуке написал свою ситуацию. Говорит, вот я так работаю в корпорации, я получаю достаточно большие деньги, но если я не делаю ничего вообще и знаков не подаю, то еще лучше и получаю этих больше денег, а никакой собственной работы я не осуществляю. И ему написали тысячи людей, в том числе из России. Что это все было... ровно. Вот абсолютно. Ровно и он так. дальше говорит, что вы меня только неправильно не поймите, речь идет не об ассенизаторах. Ассенизаторы как раз делают очень важную работу, они заняты. Абсолютно, конечно. Да, поэтому это не шит-век. Шик, дерьмовая работа, это когда... Я получаю огромную зарплату, мне платят, чтобы я не делал ничего. За производство пустоты. Да, за производство пустоты. И это огромная действительно проблема. Поэтому, как мы говорили в прошлый раз,
вокруг этого человека, который загорелся, должна быть специальная группа быстрого реагирования, которая обсуждает с ним все время все риски, создает в том числе GR-поводы. Потому что если начинать гнать такую волну, ее надо гнать как идеологическую волну. Которая... Но она ничем не меньше идей Маска. Ну так, по большому счету, будучи правильно представленной, вот во всей своей больше, чем во всей Маска, своей, ну я к тому, что Маск великий популист, и космос это звезды, это понятно там. А здесь правильно представленный огромный инфраструктурный проект, на который, пожалуйста, там воткни пару космодромов, да? Умные люди говорят, в том числе из Роскосмоса, что следующий этап рывка в космосе начинается на Земле, где все моменты автоматизация, цифровизация, всякое бесчеловечное, дальше сверхэкстремальные условия, это все Арктика и под водой. То есть должны сначала появиться города под водой и под землей. И создание этого всего как раз без страшных жертв, подготовка того, чтобы следующее забросить это все в космос. Ясно, что в космосе есть свои вопросы, но это прежде всего вопросы, как говорил великий человек в этой области, от нас ушедший, Галимов Эрик Михайлович, где это следующий тип теоретического заброса, который связан с вопросом, как произошла Луна, что там на астероидах, как из неживого делать живое, куда тоже рвутся китайцы, так называемая абиотическая теория происхождения живого. Но то, о чем мы говорим, то есть вот этот реальный, так сказать, прорыв и рывок, где сверхэкстремальные условия, Арктика и дно, да, ведь тут какая вещь, которую нельзя добывать? Я все время это говорю, я спрашиваю, какое самое главное открытие сделали российские ученые в конце 20 и 21 века? Так вот, самое главное открытие сделали российские географы. Они доказали, что шельф не кончается каймой Ледовитого океана. И в ООН лежит бумага, практически подписанная, которая определяет границу России, расширенную на шельф. То есть освоение. И поэтому почему Трамп завозился с Канадой и с Гренландией? Да плевать он хотел на Гренландию, у него все это на уровне провалов. А вот не дать залезть русским, а тем более русским и китайцам в Арктику, в это хранилище мировых богатств, в этих экстремальных условиях. Причем формулируется очень хитро. Формулируются ножницы правовые. То есть, с одной стороны, утверждается, а вот русские будут осваивать Арктику по самым высоким экологическим стандартам, или там все разрушат, загрязнят. Это один вопрос. А второй вопрос. Ну, ведь недопустимо, чтобы такие запасы человечества лежали неразработанными. И это специально часто в правовых коллизиях делается, что когда создаются ножницы, направленные на нашу субъектность. Поэтому я с вами абсолютно согласен. Освоение Арктики через действительно зеленую природную энергию для того, чтобы там появилась масса городов и была создана мультиинфраструктура, которая связана просто с новой счетностью. Ведь что означает создание планетарной стоимости? Это другая счетность. И с этой точки зрения рывок-то постсоветской русской экономики, он и должен заключаться, что мы должны уметь считать на 50-летнюю перспективу стоимость, которую мы создадим и которая будет капитализирована на любых принципах. Хотите по американским законам, пусть по американским, но мы твердо понимаем, какую стоимость мы создаем. Поэтому, с моей точки зрения, это намного более серьезный проект, чем проект Маска. Да, безусловно, я же сказал, что... Потому что на самом деле все самые интересные вещи, про которые Маск только говорит, а именно вопрос живого в космосе, там ничего пока не сказано и не сделано. Ничего, ровным счетом. И в этом смысле здесь как раз и Побис Кузнецов, и Эрик Михайлович Галимов, и их формулировки, и работы в этой области, как из предживого, тут значительно более, так сказать, эффективно сюда рвутся китайцы. Потому что их работы вот последних лет по поводу того, что как раз из вирусов архей
могут возникать эвкариоты, и работы с этим связаны, и доказательства, что и на Земле, скорее всего, было это, и что нужно эти эксперименты. Вот. И с моей точки зрения, поэтому действительно этот проект обладает колоссальной возможностью, но я опять возвращаюсь к тому, с чего мы сделали этот виток. Нужен все равно официальный заказчик. Почему? Который с нами будет не соглашаться, будет говорить, что это выдумка. А мы ему на реальных цифрах, реальных возможностях и новых ходах могли бы показывать, что это на самом деле все абсолютная реальность. Причем там возникают альтернативы. Есть очень интересная, кстати, российская школа геологов, которые говорят, и они тоже должны в этом участвовать, они говорят, да вообще не надо водород производить, потому что есть ряд теорий геологических, что водород в определенных точках просто выходит из Земли, его просто не фиксируют и не замечают. И тут масса есть очень интересных альтернатив. Более того, мы специально занимались 15 лет назад водородкой, потому что возник очень интересный разговор. Один из самых умных энергетиков, кстати, работавший тогда, сейчас он ушел из ГидроАГК на пенсию, но, так сказать, светлый ум и очень такое системное мышление. Хазиахметов Расим Максумович, он обсуждал идею энергомостов, потому что появилась картинка Сименса, которая состояла в том, что Сименс уже стал рисовать карту глобального энергомоста. Почему глобального энергомоста? Это вся та же проблема, как фиксировать стоимость энергии, как стоимость денег. Потому что энергия определяет все. Они стали смотреть. И более того, Хазиахметов одну правильную вещь говорил. Если они вообще вырежут Россию из этих схем, включив туда Китай, нам будет очень трудно. И он выступил с предложением, мы в тот момент очень плотно, в частности, у нас были контакты с японцами, и он обратился к японцам, и он им сказал, ну почему вы все время используете Россию как поставщика только сырья? А вы не думали, что на самом деле может быть энергомост? И японцы ему сказали, что вот очень умный вопрос, и мы вам вообще предлагаем, это было 15-17 лет назад, давайте подумаем о водородной энергетике, потому что сделали уже в тот период японцы? Используя работы русских химиков, они научились фактически растворять водород в бензине, а потом его извлекать за счет катализаторов. И основная идея была вот к этой провалившейся Олимпиаде, которая была в Японии во время ковида. Поэтому, на мой взгляд, то отдельно есть теория, что ковид – это искусственно сделанная была система, и есть целый ряд политологов мировых, которых я знаю. И, в принципе, им этот проект не дали показать, потому что они хотели показать, что возникает уже полностью замкнутая система, где ресурсы внутренне перерабатываются внутри системы. Водородные автомобили, ну или гибридные автомобили с водородом и еще с чем-то, водородные самолеты, водородный локомотив и так далее. Внутри уже самого двигателя происходит. Да, уже там все происходит. Изъятие водорода и использование его как альтернативного. И с этой точки зрения проект водородки, его потихоньку тоже разные группы тащат. Есть группы в Росатоме, которые его не оставляли, но всплыть всем этим группам в рамках масштабного проекта, если не предъявлять масштабный проект, невозможно. Невозможно. Потому что сам по себе водород это что? Это просто хранение энергии, хранение. А возникает вопрос генерации. Если ты начинаешь обсуждать отдельно водород, то тебе сразу говорят, Юрий Вячеславович, ну это понятно все. Но вопрос-то ведь основной в другом. Откуда взять эту электроэнергию, которую мы переведем в водород? Поэтому только приливная электроэнергия и водород вместе образуют тот модуль, где возникает, вот и дальше самое важное, переход к техноприродной системе нового типа. То есть это и есть рывок всех наук и всех практик. То есть понимание того, что запуская проект водородной энергетики, запуская проект приливной энергетики, соединяя их вместе, формируя мультиинфраструктуру, понимаем, что мы предметом освоения делаем Арктику и русскую Арктику и создание городов. Да. Что на самом деле это и есть проектирование техноприродной системы совсем нового уровня, которая
является уже природно-космической системой, потому что нужны и спутники для навигации, и для связи, и масса вещей, и все расчеты. Поэтому, конечно, это действительно такой крупнейший русский проект. Это действительно русский проект, потому что это на нашей территории. Более того, есть очень интересные антропологи, которые вообще утверждают, в частности, Андрей Головнев, он сейчас руководит Кунсткамерой в Петербурге, он очень много занимался северными народами, хантами, немцами, манси, чукчами, кстати. Он вообще утверждает, что для русского человека север – это форма его обязательной самоидентификации. Потому что русский человек, устремляясь на север, он и реализовывал принцип преодоления. И он себя утверждал как русский. Отсюда поморы, отсюда вообще вот это все. То есть это в том числе скрытый, очень важный ресурс, который связан с пробуждением идентификационного русского гена, вот, связанного с пробуждением русского человека именно как русского, как освоителя, как строителя, как человека, который переходит границы. Но я по-прежнему говорю, понимаю, что это может немножко даже кому-то надоедать. Основной вопрос – это реальный, существующий во власти или в корпорации квалифицированный заказчик. Потому что все остальное, в том числе поднять энергетиков, которые еще живы, и у которых, так сказать, руки чешутся, потому что они этим всем занимались. И той же Туруханской, Вилюйской ГЭС. И там еще есть целый ряд интересных проектов в условиях вечной мерзлоты, которые требуют огромной изощренности как раз проектных решений. Ну и, конечно, сама приливная электростанция – это очень высокий уровень именно технологического мастерства, сопряжения природного и человеческо-технологического элемента. Самое интересное, что у нас, вот я слушаю вас, у нас абсолютно все для этого есть, все. И поколенческие, и экономические, и в плане наработок, и природно, и Сергей, с точки зрения людского ресурса нет только одного. Нет высшей воли, проявленной здесь и сейчас. Это, конечно... На эту тему сразу два высказывания. Первое высказывание – это известный анекдот, где американец спрашивает русского, где магазин «Принцип». Говорит, зачем тебе такой магазин? Да я, как говорит, куда ни приду, о чем не спрошу, русские говорят, в принципе у нас все есть. Да. Но американец подумал, что, наверное, есть магазин «Принцип». Поэтому он есть. Да, что а обратная вещь про, так сказать, государственную волю. Как Воланд говорил, у вас чего не копнешь, самого важного нет. Бога нет, этой воли государственной нет. И с моей точки зрения это и есть опять очень интересный действительно парадокс. Потому что в этом и заключается, на мой взгляд, проблема вообще русской мобилизации. У нас очень часто сейчас говорят, что общество демобилизовано. И действительно есть в том числе страшные феномены этой демобилизации. Один из страшнейших феноменов, который, думаю, мы будем с вами обсуждать в этом молодежном клубе, про который вы говорили. Да. Ведь втягивание это с конца августа, как договорились. Ведь втягивание молодых людей в терроризм продолжается. И одним из примеров, то есть там действуют три вещи. Первая вещь, что школа, семья, ребенок и органы наши, они не действуют вместе. Они каждый действует опять в своем горизонте. Органы выявляют и сажают, что очень нужно. Нет мультиинфраструктуры. Да, но нет межсекторального взаимодействия. Для этого тоже нужна ОДИ, где у людей совершенно разные перспективы. Родители говорят, отстаньте от меня с этим ужасом, вообще не хотим знать про это ничего, не надо нам этого. Учителя говорят, подождите, мы занимаемся обучением, а то, что там ваш ребенок все свободное время в каких-то копается сетях, это вы должны наблюдать. Родитель в ужасе орет, как наблюдать? Он меня не пускает туда. ФСБ говорит, и вы правы, разберемся. Как только вступит на тропу преступлений, мы его цап-сарап на 10 лет, и как в известном фильме «Берегись автомобиля», тебя там перевоспитают. Вот. Но огромное количество талантливых ребят попадают в эту ловушку. В том числе почему? Часть из-за денег. Подростку нужен заработок. А это надо всерьез обсуждать. Как подросток сегодня может зарабатывать интеллектуально, работая на Россию. А вторая вещь, они ищут больших задач.
И у каждого подростка есть такой умного... Как это не ужасно звучит. Ведь это вот то, что сейчас произносится, просто страшно. Это страшно до предела, потому что отсутствие этих самых реальных больших задач порождает увлечение, то, о чем вы говорите, безумными, да, смертными. Более того, часть из них, они говорят, мне позвонили из разведки. Ну, я на это откликнулся. Ведь как устроены колл-центры? Все понятно. Самый главный там человек, который получает миллионы сразу, тот, кто пишет сценарии. Причем это устроено как реальное рефлексивное управление. Я написал сценарий, и я уже думаю, какое будет опровержение сценария, какой я сделаю следующий, что то, что не уловлено в этом сценарии, сделаю в следующем. То есть это британская схема. Это схема рефлексивного управления. И с моей точки зрения, а ведь подросток как считает, прямо как в этой песне «Метро», мы могли бы служить в разведке, да. Мы могли бы играть в кино, но мы садимся на разные ветки и засыпаем в метро. Подростки это переживают, что действительно смешно думать, что я живу ради того, чтобы просто ковыряться в соцсетях и сдавать ЕГЭ. Где задача? Я слышу такое тоже. Это будет темой нашего следующего эфира. Да. Сейчас тогда отсекаем, подводим итог. Мы поговорили о проекте, которых, если случится таких 2, 3, 3, 4, это развернет даже такой огромный корабль, как Россия. И даже, может быть, один уже сможет начать реальный разворот. Мы нашли следующую тему, и это прямой мост к молодежи, о том, что невовлеченность молодежи в те самые великие проекты дает нам не просто отрицательный, а предельно губительный результат. И мы еще раз подчеркнули, продолжая прошлый наш эфир, предельную значимость наличия в государстве, появления в государстве, давайте назовем его, сверхквалифицированного заказчика. В лице ли самого государства или подгосударственных структур сверхквалифицированный заказчик, который Сергей, ставит... это одновременно важнейший вопрос, который опять нужно обсуждать. Стратегирует ли сегодня государство? И кто стратегирует? И об этом тоже будем говорить. Да, будем говорить. Вот у нас уже две темы. Огромное спасибо. Спасибо вам, Сергей. Очень важная тема, действительно, для меня. Это был Сергей Цветаев, шеф-редактор проекта «Эра», и мой замечательный гость Юрий Вячеславович Громыко, директор Института опережающих технологий имени Шиферса, опережающих исследований. Мы поговорили о возможности реализации проекта приливных станций, проекта масштабом побольше любого космоса Маска. Да. Спасибо. Вам спасибо. Продолжим. Спасибо.